Так, ну что, друзья, ездил и ничего не нашел. Вот она, тропинка закончилась, все, она уперлась в воду. Объект, судя по картам Google, находится где-то там за водой. Да, но вы, я думаю, поняли, что не так-то просто искать эти заброшенные так называемые храмы. Мне сейчас пришлось совершить объезд, ну так минут 40, наверное, я ехал вот по вот этой дороге. Эта дорога ведет на самом деле к храму Бантей-Срей, самому красивому храму в Камбодже, как говорят. Ну, в общем, так оно и есть, да, храм из розового песчаника. Кто смотрит мой канал, тот, конечно, его знает. И вот мне пришлось совершить этот объезд, и сейчас я поеду вот по этой дороге вдоль вот этого вот древнего канала с прекрасными лотосами, которые там цветут. Вообще красота, конечно, безумная. Сахарные пальмы и кокосовые пальмы рядышком тоже. А вот это сахарная пальма, а вот там кокосовая пальма. Под кокосовыми пальмами ходить не рекомендуется, под сахарными на самом деле тоже. Там тоже есть плоды, хоть и не такие мощные, как у кокосовой пальмы, но если по голове прилетит, то мало не покажется. Ну что, будем пытаться. Это, наверное, уже последняя попытка, потому что, ну как, других вариантов, в общем-то, и нет. Поехали. Дорога, конечно, песок. Как же без этого? Сколько ехать, я не знаю, если честно. Сейчас. Google, как обычно, показывает мне что-то, но совсем не то, что хотелось бы. Так, и дорога превращается ожидаемо в тропинку. У меня уже какие-то нехорошие поскрипывания слышу из мотобайка. Что-то где-то надо смазать, я чувствую. Ну, конечно, по таким местам ездишь, пылища, грязь, все это попадает везде, забивается. И вот еду я вдоль древнего канала, как вы видите. В общем, это у нас все водная система, древняя анкорская водная система, которая только начинает изучаться. На самом деле еще наш, ну как наш, французский исследователь по фамилии Голубев, то есть это иммигрант из России, ну на самом деле уехал он из России еще до революции, вот, и он один из самых известных исследователей древней Камбоджи. Он как раз и выдвинул эту гипотезу о гидравлическом городе. Это было еще в начале 20 века. Ох ты, ёшкин кот. Ладно, друзья, давайте я пока завяжу со съемкой, а то я так долго буду ехать с одной-то рукой. Ух ты, смотрите, куда я приехал. Тут у нас шлюз и вот такой вот проезд. Ха. Слов нет, слов нет. Ну давайте покажу вам сначала красоту. Ну, вот. Впереди гора Пномбок с 7-метровым лингамом и вот эта вот древняя система. Так вот, хочу вам сказать, что многие так называемые храмы, они как раз находятся в узловых точках. И это как раз относится к нашему храму Тава, к которому мы сейчас направляемся. Я не знаю, проеду я здесь или нет, но, блин, наверное, как-то проеду. Сейчас проверим, есть следы шин. Господи, тут идти-то узко. Не то, что ехать. Ну да, ездят люди. Ну, раз люди ездят, значит, и я проеду. Как вы думаете, поместится мой мотобайк здесь или нет? Снимать, конечно, не буду. Мне бы проехать. Хотя, давайте попробуем снимать. Всем же, наверное, интересно. Так, ну что, на первой передаче попробуем. Давайте для начала сюда заедем. Помещаемся мы. Опс. Зеркала не очень помещаются. Ну так, пешочком, грубо говоря, задевая за все выступающие части. Боже мой. Вот так.
шутками, прибаутками здесь по высоте мы. О, смотрите, четко проходим. То есть это у нас, ну, не совсем четко, задеваем, конечно. Опустите зеркало пониже и вообще его сюда в сторону. Давайте. Ух ты. Такой миллиметраж, такой миллиметраж. Ну, смешно. Смешно. Судя по всему, здесь даже не подразумевалось. Вау! Даже не подразумевалось наличие проезда для мотобайков, но в Камбодже, знаете, люди на мотобайках проедут везде. Ну, теперь самое интересное, найдем ли мы этот объект. Вот я вижу дорогу налево. Это уже вдохновляет. Так, друзья, сейчас я съеду сюда вниз. Потихонечку. Не забывайте, что я одной рукой снимаю, одной рулю. Поэтому все немножко так пык-мык получается. Ну, слушайте, похоже, что мы едем правильно. Давайте сейчас заглянем в карту. Ну, вот как бы я попробую, наверное, сейчас пройти туда пешком, потому что далеко тут ехать некуда. Рюкзак я прямо здесь оставлю. Только шлем сниму. Фух, ну пойдемте, пойдемте. Фу, аж голова вспотела. Пока ехал, перчатки все-таки решил надеть. А то, знаете, руки могут сгореть. Да, здесь получается он может быть в любых кустах. Чтобы его найти, нужно все обшарить. Ну, правильно писали в этих ваших интернетах, что найти его очень тяжело. А ведь представьте себе, от города тут ехать-то минут 20. Так, здесь вообще какая-то поляна. Забавно. А это кэшью. Кто-то здесь уже высадил деревья кэшью. Вы, говорит, спросите в деревне, говорит, в какой деревне. Там написано было название деревни, а на картах ее нет. А на картах ее нет. Так, тут все глуше и глуше. Это радует. Потому что храмы, как правило, именно в таких местах и прячутся, где все глухо. Здесь я вообще никаких признаков ничего не вижу, если честно. Просто глухие джунгли. Просто глухие джунгли. А ведь представьте себе, совсем недавно здесь еще был город. Большой город с, возможно, 2 миллионами населения. Хотя, знаете, по поводу 2 миллионов населения, на самом деле самые разные существуют точки зрения, и некоторые говорят, что 2 миллиона – это преувеличенное количество, что, возможно, всего лишь 500 000 проживало на этой территории. Но знать мы этого точно все равно не можем, потому что они как вычисляли? Ну, по количеству, очевидно, домов, да, ну, то, что они принимали за фундаменты домов. И примерно предполагали, сколько людей могло жить в этом домохозяйстве. Ну, во-первых, дома ли это были, то, что они находили или нет, тоже большой вопрос. Нет, друзья, здесь-то, по-моему, ничего нет. Мы, в общем-то, дошли до воды. Вот она, вода. И, по идее, где-то здесь должен быть этот объект, но пока я его не вижу. Давайте я все-таки вернусь за мотобайком, потому что я очень далеко ушел. Вот так вот и ищешь эти объекты. То есть это не просто так вбил в Google название и поехал. Нет.
Вот как раз вот у таких объектов координаты всегда гуляют. Я не знаю, кто их наносит на карту, эти координаты, но они никогда не соответствуют. Видите, я тут говорю так немножко прерывисто, потому что все время пытаюсь выцепить где-то торчащую башню, но не вижу. В общем, пользоваться гуглом здесь совершенно бесполезно в большинстве случаев. То есть не всегда, конечно. То есть понятно, что некоторые объекты вполне себе грамотно нанесены, вполне себе там, где надо, но это касается далеко не всех. То есть в большинстве случаев нам показывают только направление фактически, а дальше уже думай, как хочешь. Ну вот сейчас я и буду думать, куда мне деваться и где мне найти этот объект, который где-то здесь, понимаете. Тут самое обидное, ты приезжаешь и понимаешь, что ты ходишь где-то рядом, а где сам объект, ты не понимаешь. Это, конечно, ужасно. Это, конечно, ужасно. Вот мой мотобайк. Ну что, будем думать, будем думать. Так, заедем все-таки на мотобайке туда. Так. Чтобы найти здесь где-нибудь тень, чтобы его поставить. О, отлично. Да, что-то заскрипели амортизаторы. Видать, надо опять смазывать. Так, ну что, давайте попробуем пройти вот по этой тропинке. Я так по наитию примерно предполагаю, где он должен быть, но не факт, что мое наитие меня приведет туда, куда надо. Да, такие поездки не для трусов. Тут надо реально иметь некую безбашенность, чтобы в такие поездки отправляться, да еще и одному. Поход в джунгли, что называется. Да, я там выползу. Так, интересно. Очень интересно. И здесь нет интересующего нас объекта. Давайте поднимемся вот на эту возвышенность. Это у нас дамба канала. Видите, у канала тоже отсыпанная дамба. То есть это не просто вырыт канал в земле, а реально отсыпанная дамба. Вот по которой мы сейчас идем. И она довольно-таки широкая. Ну сколько? Больше 10 метров точно. Вот, и сейчас этот канал будет встречаться с другим каналом, пересекаться. И вот по идее где-то здесь этот объект находиться и должен. Если, конечно, точка не врет кардинально. Беда вот этих объектов еще в том, что мы же все-таки в тропиках находимся, да, здесь буйная растительность, здесь почвы в районе Анкора, которые очень хорошо способствуют росту всех этих тропических деревьев. И поэтому, если за объектом не следят, ну как следят, хотя бы изредка вырубают там растительность, да, если этого не делают, ну тогда туда уже ездить относительно бесполезно. То есть ты как бы фиксируешь свое пребывание там, но не более того.
Вот у нас угол. До угла мы дошли, объект не нашли. Вот он. Вот здесь встречаются два канала. Мы были на том берегу только что. Вот на том берегу мы были. И вот представьте себе, где-то 40 минут я потратил, чтобы с того берега попасть на этот. Ну так. На самом деле, наверное, можно было... А нет, нельзя. Там была дамба, да, по которой я не смог проехать бы. Может, и смог бы, но не проехал. Не поехал. Да, друзья. Совсем не весело. Вот так вот потратить целый день и ничего не найти. Но обратите внимание, да, как хорошо укреплены берега. То есть вот это все дамба идет, вот она идет вокруг. Это не... Вот обрыв, если вы мне не верите. Ну, впрочем, как вы мне не верите? Вы только что видели, как я поднимался. Вот она, рукотворная дамба. Видите, вот она идет, вот она вниз обрывается. Вот метров 15, наверное, она в ширину. Там она дальше обрывается. И вот эти каналы не просто вырыты в земле, а вот именно имеют... Вот такую вот насыпную дамбу. Это ли не чудо, друзья? Это ли не чудо? Вы скажете, ой, да подумаешь, какая-то фигня. Не, вы этого не скажете, но некоторые люди бывают такие, которые, ну, считают, что если можно взять лопату и насыпать какой-то холм, то не составит, конечно же, никакого труда и насыпать, и утрамбовывать, заметьте, дамбы, которым... Ну, 1000 лет точно, а может быть и больше, да, и чтобы это все не развалилось со временем, это, конечно, удивительно, удивительно, не устаю повторять. Слушайте, а уже не помню, где я тут поднимался, это плохо, потому что там мой мотобайк где-то стоит. Давайте здесь спустимся. Так, здесь у нас активно вырубали деревья. Так, здесь у нас активно вырубали деревья. С какой целью, не очень понятно. Там я тоже ничего не вижу. Поразительно. Что же? Да, следы человеческой деятельности. Вот. Спиленное дерево. Вопрос, с какой целью, да? Обычно этим занимаются там, где есть как раз какие-то археологические объекты. Но мы до сих пор ничего найти не можем. Я не знаю, сколько мне здесь ходить еще часов. Так, хочется еще... колючки пали в ногу. Так, а где же у нас все-таки мотобайк? Так, вот и мотобайк. Мотобайк я нашел, хорошо, значит, я еще не совсем потерялся. Необследованными у нас остались вот этот участок и вот этот участок. Давайте проверим.
Здесь тоже рубили лес. Щепки летели. А храма как не было, так и нет. Да. Полное отсутствие. Так, здесь полное отсутствие. Теперь посмотрим тот квадрат. О, у воды я уже все пересмотрел. Так, там я вижу уже банановую плантацию вдали. Значит, либо он где-то здесь, либо он вообще не здесь. Либо он вообще не здесь. Давайте выйдем к банановой плантации. В смысле, не к банановой, к кокосовой. Почему кокосовая? Это же сахарная пальма. Да? Нет? Кокосовая. Слушайте, ну... Да, это даже не плантация. Здесь просто пальмы выросли. Очень заброшенное место, если честно. Никакой сельскохозяйственной деятельности тут, похоже, нет. Есть какие-то странные пальмы, полузасохшие. И больше ничего. А куда дальше идти, уже непонятно. Да, друзья, похоже, не судьба нам найти этот объект. Так. Интересно, сможем ли мы пробраться? Как же больно. Все эти колючки меня уже и задрали. Туда можно пройти как-то? Не, ну, не среди же пальм он стоит. В конце-то концов. Ладно. Ну, похоже, что я попал не туда. Такая вот интересная заковыка вышла. Самое-то ужасное, что мне обратно потом идти по этой заковыке.
Да, холодные деньки, черт возьми, закончились. Сейчас у нас опять жара. Ну как жара, так, по мелочам. Так, друзья, похоже, что все-таки объект находится где-то совершенно в другом месте. Поэтому я, пожалуй, буду выбираться уже из этих зарослей и отправляться домой. Ходил, искал, ничего не нашел. Ну, вот такие вот будни искателя храмов. Так что, друзья, поверьте, это все очень и очень сложно. То есть большинство из тех храмов, которые я снимал, я искал именно вот таким образом, да, ну, за исключением тех, которые находятся в археологических парках, куда может попасть любой человек. Ну, вот такие вот места сюда не то что не попасть, их просто даже не найти. Ну ничего, завтра поедем искать что-нибудь новенькое, авось найдем. А вы, друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Друг Аркадий. Подписывайтесь на Бусти, платная подписка 200 рублей в месяц очень поможет нашим экспедициям. Ну и приезжайте в Камбоджу, чтобы посмотреть на все это своими глазами. Пишите мне, я для вас организую здесь замечательную экспедицию по самым интересным объектам. Ну все, друзья, на этом неудавшееся путешествие можно считать законченным. Всем пока!